Компания Шкода представила компактный хэтчбэк Фабия 4-го поколения. Хорошо известная россиянам пятидверка сильно изменилась внешне, получила более мощные двигатели, современные электронные системы и стала самым просторным автомобилем в классе. Мировая премьера хэтчбека Шкода Фабия 4-го поколения состоялась в Праге. Прямая трансляция шла из Центра современного искусства. Посмотреть презентацию новой Фабии можно на моем втором канале, ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео. Машина 3-го поколения продержалась на конвейере 7 лет, и теперь ей на смену пришла 4-я Фабия, которая переехала на платформу MQB A0, то есть технически она стала максимально близка к европейскому Polo, Audi A1 и Seat Ibiza. Замена платформы привела к существенному увеличению пятидверки в размерах. Длина 4108 мм, плюс 111 мм, ширина 1780 мм, плюс 48 мм, высота 1460 мм, тут минус 7 мм, а расстояние между осей 2564 мм, плюс 94 мм. Представители чешского автопроизводителя говорят, что Фабия самый просторный и вместительный в субкомпактном классе автомобиль. И действительно, по этим параметрам новая Фабия уже приблизилась к хэтчбеку Volkswagen Golf 4-го поколения. К слову, объем багажника здесь составляет 380 литров, на 50 литров больше, чем было, а со сложенным задним диваном 1190 литров. Дизайн хэтчбека выполнен в фирменном стиле Шкода, со сложной пластикой боковин, зауженными светодиодными фарами, широкой решеткой радиатора и резкими гранями. Фабия впервые обрела горизонтальные задние фонари с дополнительными секциями на пятой двери. Светодиодные фары есть уже в базе, хотя за диодные задние фонари придется доплатить. Хэтчбеку предложены колеса диаметром от 14 до 18 дюймов. Цвет металлики Finex Orange и графит Grey новые. Следуя по стопам Октавии, Фабия получила двухспицевый мультируль, цифровую приборную панель и обособленный центральный тачскрин. Причем новый хэтчбэк стал первой современной Шкодой с круглыми дефлекторами вентиляции. Еще впервые в комплектации появилась амбиентная подсветка салона и двухзонный климат-контроль. Экран медиасистемы выполнен на манер планшета и установлен поверх передней панели. Его диагональ 9 дюймов. В версиях попроще экран на 6,2 или 8,2 дюйма. Среди функционала есть интернет-радио, загрузка информации о дорожной обстановке в реальном времени, раздача интернета через Wi-Fi, синхронизация со смартфонами, управление функциями жестами и голосовой помощник. Опционально Фабию можно оснастить обогревом руля и лобового стекла, панорамной крышей, двухзонным климат-контролем и адаптивным круиз-контролем Travel Assist. Также можно заказать коленную подушку для водителя и боковые эрбэги для задних пассажиров. Кресло переднего пассажира может иметь складную спинку и крепление ISOFIX. Также у Фабии есть 43 решения из серии Simply Clever. Например, это ниша для зонта водительской двери, разъем USB-C у основания салонного зеркала заднего вида, отдельные кармашки для смартфонов, множество крючков и низ для мелочевки, плюс гамак в багажнике. А еще есть дополнительная сетка, закрепленная снизу багажной полки. Несмотря на смену платформы, гамма агрегатов осталась прежней. В нее входят 3 бензиновых двигателя серии EVO, литровый MPI на 65 лошадиных сил и 80 лошадиных сил, литровый TSI на 95 лошадиных сил и 110 лошадиных сил и 1,5-литровый TSI мощностью 150 лошадиных сил и 250 ньютон-метров момента. Самые мощные идут с 7-диапазонным роботом DSG, прочие с 5- и 6-ступенчатой механикой. 1,5-литровая Фабия может разгоняться до сотни за 7,9 секунды и набирать максимальную скорость в 225 км в час. Еще инженеры хорошо поработали над аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления уменьшен с 0,32 до 0,28, в том числе благодаря активным заслонкам в нижней части радиатора, который открывается электроникой только в случае необходимости. В плане систем безопасности и умных помощников новая Шкода Фабия не уступает обновленному Volkswagen Polo. Доступный ассистент вождения и парковки, экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, распознание дорожных знаков, пешеходов и велосипедистов. На европейском рынке новые хэтчбеки Шкода Фабия появятся уже этим летом. А из России Шкода Фабия ушла еще в 2015 году, когда завершилось производство модели 2-го поколения. У нас роль бюджетной Шкоды выполняет Rapid. Как вам новая Шкода Фабия?
Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.